Вы смотрите Народное славянское радио. Наш сайт slavradio.org. Здравствуйте, уважаемые слушатели и зрители! Вы на канале Народного славянского радио. Сегодня у нас в гостях исследователь-искатель Виктор Максименков. Здравия тебе, Виктор! Здравия, Алексей, здравия, слушатели! И сегодня у нас тема нашей беседы – это скифский царь Прометей, отец греков, Иванов. Вот такая интересная тема. Греков-то знают все, а вот Иванов нет. И сегодня нам Виктор раскроет этот секрет. Передаю тебе микрофончик для раскрытия темы. Благодарю, Алексей. Да, не первый раз я на славянском радио. Мы много рассматривали тем, находили пропавшие континенты, луны. В прошлые разы мы с вами побывали в римской цивилизации, потому что тоже про римлян знают все. Побывали у троянцев, и оказались, что все эти троянцы, этруски, прародители в том числе и римской цивилизации, про которую вы слышали, это никто иное, как славяно-арийские народы, которые как раз и заложили основы всей культуры современного мира. И раз мы вспоминали уже про римлян, пришла вспомнить пора про греков. Потому что про греков и римлян, я же вам историки прожужжали все уши. С римлянами мы разобрались. Остался вопрос, а кто ж такие греки? И я вам покажу, что оказывается все гречество произошло от скифов. А первоотец греков Иван, самый настоящий Иван. То есть скифо-славянские народы. И науке это прекрасно известно, но нам это надо, потому что народ, не знающий своего прошлого, просто не имеет будущего. Это говорил Ломоносов, у него много научных трудов по истории, которые тоже сегодня запрещены. Но произошла архивная революция, много доступных материалов, и мы сегодня их тоже почитаем. Например, в XVIII веке в Академии наук в Берлине профессор Симон издает историю кельтов. О галлах и германцах от сказочных времен до захвата Рима галлами. Цитата. Кельты были частью древних скифов. Древние галлы были кельтами. Древние германцы были кельтами. Жители Скандинавии были кельтами. Были кельты в Польше. Также Московия. Это тоже кельты. Скифы. Народ Англии были кельтами. Пикты или скоты были кельтами. Ирландцы также. Древние жители Греции были скифы. Тот самый народ, который впоследствии получил название кельтов. Так я дико извиняюсь. Это 18 век. Профессор в Берлине четко нам рассказывает то, что в ваших школах почему-то резко забыли. Провалы в память у них какие-то. Так, может, профессор был неправ? Не тут-то было. Вы многие слышали легенду про Прометея. Один из титанов древнегреческой мифологии. Защитник людей от произвола богов. Но он же царь скифов, дорогие друзья. Он двоюродный брат Зевса. Все искусства у людей от Прометея. Я, конечно, дико извиняюсь. Дорогие друзья. Он же скиф. То есть скифы жили намного дольше, чем официальная наука им назначила срок жизни и территорию. И занимали гигантские территории, включая, кстати, и Америку. Но если посмотреть, кого же тут Прометей родил. Он, оказывается, родил Девкалиона, а тот родил Эллина. У Эллина были тоже дети Дор, Ксуф и Иол. Так вот это Скуф, скорее всего, искажение просто от скиф. Буквы переставили тех, кто, мягко говоря, русским языком не владел. Сейчас я предлагаю разобраться с товарищами дарийцами и ахейцами, а потом покажем, кто такие анийцы и алийцы. Мы увидим, что это все славяно-арийские народы окажутся. Потому что у нас, у славян, вообще четкое деление. То есть славяне – это святорусы. То есть у них голубые глаза, белая кожа. А рассены – это карие глаза и белая кожа. Это славяне. А вот арийцы, потому что они изначально прибыли с планеты Марс, он же Арей.
Это хаарийцы, это белая кожа, зеленые глаза, и даарийцы, серые глаза, белая кожа. То есть вот и все, весь секрет как бы славян и арийцев. Так у нас здесь разговор шел про даарийцев. Там она звучит как дарийцы. Ну давайте посмотрим, кто такие были дарийцы. Оказывается, дарийская колония, она является крупным политическим центром в Северном Причерноморье. То есть это Херсонес. То, что официально они называют дарийцы или даряне, почему-то жестко похоже на дворяне. Потому что Крым в том числе место жительства, например, царственных скифов. Они наряду с ахейцами, анийцами, алийцами являются одним из основных древнегреческих племен, как считает наука. Ну, откуда они взялись там? Оказывается, около 1100 года до нашей эры дарийцы под начальством Гераклита, легендарного Геракла, вторглись в Пелопоннес. Многие из областей, которые ранее были завоеваны Геракла, как бы они получили обратно, не вернулись в них. Это называется возвращение Гераклида. То есть около 1000 года до нашей эры они завоевали Спарту. То есть легендарные спартанцы царя Леонида – это дарийцы. Или дарийцы по-нормальному, по-славянски. И жили они на всех этих территориях, и вот эти легендарные подвиги спартанцев, вот это они и есть. Опять же, их колония – это Херсонес. Поэтому нет ничего удивительного, потому что сами они скифы. Ну, пришли в центральной Скифии, скажем так. Ну, может, мне показалось, ну так давайте обратимся к отцу истории, Геродот, 5 век до нашей эры. Что он пишет о возникновении скифов? То есть две легенды. Первая. Отец скифов – это Зевс, и одна из нимф, скорее всего, Днепра. Ну, так я дико извиняюсь. Это же значит, что они попали как раз из низовий Днепра и в Грецию когда-то и попали. Причем не один раз, а даже несколько. Вторая легенда гласит, что в низовьях Днепра скиф появился путем того, что Геракл женился на деве Ехидне. Она там жила в священной роще, и вот у них родился сын скиф. И тот, кто самый сильный, остался на месте, потому что очень трудные условия для выживания. Ну, а другие дети пошли осваивать другие территории. То есть совпадают ли эти легенды о основании как бы скифов с тем, что мы видим? Да, совпадают, потому что прямая связь этих Гераклитов, скифов, славян, арийцев, всех вместе. То есть если мы посмотрим дальше на товарищей ахейцев, например, то, что они пишут, наука. Вторжение на Крит греков-ахейцев не привело к упадку культуры, а привело к новому этапу ее развития, возникновению смешанной крито-микенской культуры. То есть очень высокоразвитая цивилизация, там цивилизация дворцов, роботы там у них работали, но это уже другой вопрос. Так вот, эта культура оказала влияние на всю материковую Грецию, Крит, острова Эгейского моря и ряд территорий Восточного Средиземноморья. А откуда ж предки ахейцев-то взялись? По словам науки, это ж не я нашел, так как бы, а наука говорит. Оказывается, изначально считается, что они обитали в придунайской низменности или даже в степях Северного Причерноморья. Откуда они мигрировали в Фессалию примерно с начала 2-го тысячелетия до нашей эры, а позже на полуостров Пелопоннес. Ну так, дорогие друзья, у славян тоже есть свои легенды, потому что Арк, например, это по-старому медведь. Так Арк в Греции известен под именем Аргас, отсюда Арголида, Аркадия. И он родил Пелега, от которого вели свой род пелазги, первый арийский род Средиземноморья. Вы скажете, ну а зачем нам это там? Дела давно минувших дней, потому что по славянским легендам у этого Арка были дети. Вот, например, это князья Святобор и Мойся, ну, потомки этого Арка. Как раз в их честь назван сам Боровицкий холм, а также Москва-река и Московград. В Ярилиной книге они являются во главе с ворожей рати и при битве с гуннами 15 мая 316 года. То есть тогда празднуется день Бора и Мося, день основания Москвы по ведической традиции. Ну, потом его переименовали. То есть тут не просто связь, а прямая связь
мы видим как бы связь наших территорий с древнегреческим, причем-то 4000 лет тому назад. При этом наука говорит, что во главе ахейцев, а по-нормальному харийцам, если на то пошло, общество стояли цари, ванака. Ну, кто такие Иваны, науке неизвестно, можете меня не спрашивать. Ну, стояли и стояли. Но основу их войска составляли боевые колесницы. Большая роль отводилась жрецам, которые почитали преимущественно Зевса и Посейдона. Ну, так здравствуйте, дорогие друзья. Так это же та же легенда про кто как Зевс стал прародителем скифов. Многие считают, что первые колесницы – это Древний Египет, 16 век до нашей эры. Ничего подобного. Это 4000 лет назад. Найдены захоронения курганные, опять же скифские, на Урале, где найдены самые ранние боевые колесницы. Именно оттуда они попали в тот же Египет. То есть на Урале впервые были созданы колеса со спицами и настоящие колесницы. То есть колыбель цивилизации. Это не Египет, не Греция, а Урал. Вот такие вот чудеса в официальной истории, когда многие факты известны, но они как бы забыты. Ну, может, я это придумал, но историкам прекрасно известен факт, что скифы древнее египтян. И это писали как раз историки Рима и как раз и Египта, и Древней Греции. И скифы в споре с египтянами выиграли свой спор. Скифы оказались древнее египтян, они доказали это 1000 лет тому назад. Тот же Геродот пишет, что легендарный Прометей – это реальная историческая личность, он был скифским царем и жил, скорее всего, примерно 3600 лет тому назад. То есть, если посмотреть на потомков Прометея, то мы видим, что дарийцы и ахейцы – это как раз арийские рода. Товарищ Ксуф – это искажение от скиф. Остались у нас ионийцы и иолийцы. Ну, скорее всего, это и есть славяне. Почему они отдельно выделены? На самом деле так оно и есть. Когда мы рассматривали Трою, оказывается, рядом с Троей находилось Хеттское царство. Это территория современной Турции плюс земля обетованная. Так вот, там было Хаттское царство, потом его назвали Хеттским. И что же там за чудо происходит? Главные боги хеттов-хаттов – это бог солнца Эстан. Ну так это четко и по-русски, это солнце. А по-хетски звучит это Истанус, ну то есть он же Иисус. Но у славян есть Хорс, это ход солнца, и у него есть 4 позиции. Летняя, зимняя, как бы, и 2 равноденствия. То есть это такой солнечный крест получается. И если посмотреть на современные иконы и прочитать, например, слева направо, как вы привыкли, как это будет звучать? И он. В обратном прочтении будет 0. То есть ничего удивительного, почему греки там ионийцы. Но на старославянском это как бы аббревиатура. То есть первая буква это от. То есть отц, он наш. Кто отец славянского рода? Дач бог Тарх Перунович или внутреннее солнце земли. Опять же, у тех же хеттов-хаттов есть бог Тархунт. Он является богом грозы, отвечающий за различные погодные явления, гром, молния, гроза, ну, то есть все, что приписывают Зевсу. Он управляет небом и горами, и он же решает, кто стоит как бы во главе державы. То есть от него прямая управленческая связь, кто управляет государством. Ну, давайте вернемся в Древнюю Грецию. Что же там известно об этом, об этих вот ионийцах? Есть Иопет, он же Япет. Ну, это, скорее всего, искажение от пронзающий. Один из титанов, сын Урана и Геи. Супруг Океаниды Климены, либо Океаниды Асии. Ну, скорее всего, отсюда и название Азия. Но она ему родила Атланта, Минея, Прометея. И, внимание, он является прародителем человеческого рода в древнегреческой мифологической традиции. Кстати, он участник Титаномахии, воевал на стороне Кроноса, был сброшен Зевсом в Тартар, разделив судьбу братьев. Но это тоже важно на будущее, потому что все время вам рассказывают про какую-то Тартарию, которой не было.
тартар заменяют татарами какими-то. Это вам на будущее будем рассматривать и покажем, кто на самом деле такие тартары. То же самое есть в библейской мифологии. Иофет, библейский персонаж. Он один из 3 сыновей библейского персонажа Ноя, спасшийся вместе с ним во времена всемирного потопа и, следовательно, один из родоначальников человечества. Но в средневековой и ранней современной европейской традиции он считался прародителем, внимания, европейских народов, то есть белых народов. И у него есть сын Иван, самый настоящий Иван, да. Можно это называть как Иован, Яван, Юнан, Ион. Ну, вот это тот Ной, что я вам показывал только что. 4-й сын Иофета, внук Ноя. Святитель Исидор Сивильский считал, что от Ивана произошли ионийцы, они же греки. А от Елисы, королевич этот Елисей, произошли иолийцы. Вот его весь секрет по Лишинелю. Оказывается, что все племена греков почему-то произошли от до более знаменитых нам известных персонажей. Четко известных. То есть прародитель всех греков это Иван. Ну, одной из ветвей их. То есть здесь представлены все славяно-арийские народы. Кто же такие греки? Ну, так считает наука. Это мы вам рассказывали там 4000 лет тому назад, может даже больше. Ну, наука считает, что те греки, которых мы знаем сейчас, они все-таки сформировались где-то в 1 тысячелетии до нашей эры. Являются основным населением Греции и Кипра. Ну, скорее всего, произошли от Елиса, сына Ивана, правнука Ноя. Ну, я сомневаюсь, что современные греки имеют к ним прямое отношение. Да, это надо исследовать. Но факт в том, что в основе всей этой греческой культуры лежит культура скифов. И не просто скифов, а всех славяно-арийских народов. Считается, что религия современная их называется православие. Тоже интересное название, потому что у славян правь – это мир богов. Он находится как бы внутри земли. А славь – это божественный мир полубогов и героев, откуда, кстати, Прометей нам и принес огонь, и находится над нами. Ну, как бы, почему-то они четко повторяют все славянские традиции. Ну, по какой-то неведомой причине. Но мы же все знаем, что славяне появились в VI веке нашей эры. На самом деле не славяне тогда появились, а научные мужи договорились, что славяне пускай будут в том VI веке нашей эры. Если, например, мы посмотрим на археологию Греции, перед нами статуэтка из Древней Греции, ей 2700 лет, нашли в Центральной Греции. Но в чем проблема? Проблема в том, что на ней славянские символы. То есть славян нет. Ну, нам надо в это в науку поверить просто. А их символы есть. Потому что там, где красная стрелочка, она показывает коловрат. Чуть ниже это вообще свастика. То есть сва – это небесное, тика – движение. Или по-нашему наш Млечный Путь. По бокам, скорее всего, аисты. Кстати, пелазги – это как раз аисты. Ну, символ рода, единственного бога славян. Потому что род, он единый бог, он много проявлен. Вот такие чудеса в Греции можно найти просто повсеместно. И да, мы рассматривали в предыдущих видео, я сейчас только напомню вам еще раз, что над нами существует цивилизация Олимпов. То есть округлая, летающая, искусственная, магнитная платформа. То есть летающие города. Описаны они прекрасно в Ведах, видны в наше время. Хотите, сделаем отдельный эфир, всех покажем, где они фиксируются сегодня. Они существуют в озоновом слое, где вечное лето, ну и прекрасно себя чувствуют, как раз помогают нам, чтобы мы проходили свои уроки. Тут же, если душа не совершила тяжелых преступлений, то она легкая поднимается на небо, и там проходит суд предков, прежде чем отправиться на суд богов в мир прави, который находится в центральном солнце Земли. Вот слева мировое древо сегодняшнее. Почему у славян все так выглядит? То есть вверху это орел Перуна. Теперь вы понимаете почему. Потому что это летающие города.
работает на магнитной технологии, как раз от магнетизма Земли. Потом магнитные линии попадают как бы в центральное Солнце, там волк, ну это как бы символ как раз центрального Солнца. И все это те миры, которые славянам известны, как летающий мир, это мир Слави. Оттуда приходит янская энергия в мир Яви, то есть наш мир на поверхности. Ниже идет под землей мир Нави, темное и светлое, а под нами мир Прави. То есть почему-то как бы название греческой религии почему-то жестко повторяет все славянские легенды, которые, кстати, в Греции есть. Просто они не поняты. Мы об этом объясняли, рассказывали. То есть Славь выше Яви стоит. То есть понятие боги у славян неотделимо от понятий пращуров, предков. То есть в этом мире славы обитают светлые духи. Ну, же герои наши, полубоги. И наши предки, которые нас же судят после того, как мы прошли наш жизненный путь. А там же это богиня Слави. То есть отсюда славянский Славь, это плюс янская и инская энергия, Славь, Янин. То есть вот мы приходим в явный мир, чтобы сделать его лучше. Под нами, под Явью будет Навь. Ну, чтобы нам не сказали, ну, вам это показалось. Пожалуйста, современные снимки, где эти города фиксируются огромные в большом количестве над нами. Плюс одно из трактатов IX века говорит про облачное царство Магонии. То есть там находятся определенные жрецы погоды, они об этом знают, местные священники их стараются французов разубедить, что им это кажется. Ну, они как жили в этих облаках, так и живут. То есть на планете это сейчас массово фиксируется за видеоаппаратуры. Эти легенды всем доступны, пожалуйста. Интернет вам в помощь. Или хотя бы прочитайте путешествие Гулливера, где товарищ Свифт рассказал нам в той форме, которая была возможна, про параллельные цивилизации Земли. Цивилизацию лилипутов, гигантов и цивилизацию летающих городов. Но я напомню, товарищ Свифт был священником. То есть он имел доступ, скажем так, к древней закрытой литературе. Можно было бы, конечно, на это не обратить внимания, но товарищ Свифт в этом же трактате за 150 лет до открытия спутников Марса нам о них рассказал, что еще раз подтверждает, что он использовал просто древние источники, где предыдущие высокоразвитые цивилизации знали, мягко говоря, чуть больше, чем мы сегодня. Ну, ничего удивительного нет, потому что прошлые 1620 лет шла эпоха лисы, лжи, обмана, разрушения, утраты знаний. Но она в 2012, как вы все знаете, закончилась, потому что закончился этот цикл, и начался цикл волка. То есть эпоха людей волевых, душевных, которые как раз изменят этот мир к лучшему. Ну, в том числе вспомним про забытые знания. Ну так давайте вернемся к товарищу Прометею. О чем же там речь-то в его мифе? А этот миф повторяет все славянские легенды. То есть считается, что самые ранние известные традиции этого мифа это 2600 лет примерно тому назад. И опять же, там идет речь про то, что Прометей вылепил людей из земли, а Афина наделила их дыханием. То есть более детализированная версия: вылепили людей из глины, смешав землю с водой. Создали их смотрящими в небо, подобно богам. Никакие легенды не напоминают в каких-то книгах недавних, куда это все перенесли. Ну, так Афина – это богиня Олимпа. Она же мир славе. У нее животное сова или птица сова, небеса. И у богов Прометей похитил для людей огонь. Кстати, вот эти все ахейцы, дарийцы, они умели обрабатывать железо, что на тот период другие народы не имели возможности. И мы даже сейчас дойдем, почему это происходило. И вот Афины есть подобная женщина, богиня в руке. У нее лавровый венок, у нее крылышки. А все это что повторяет? Богиню Сва или богиню Слава. Она же жар-птица Руси. Она, считается, появилась из уст рода Творца Вселенной. В мифологии матерь Сва, жена Сварога. Она всегда изображалась там в защитной броне, с крылом в виде щита. И она как раз
что делала? Мотивировала русов словом магическим. Назвала их на подвиги, напоминала о их славном прошлом. Известно ли это? Известно. То есть полностью ли это совпадает со славянскими легендами? Полностью. Ну, в наши времена это, скорее всего, уже образ Родины Матери, но без крыльев. При этом, как бы, нам могло бы это показаться, но у нас есть работы Александра Вельтмана. Он в 19 веке, он член-корреспондент Петербургской академии наук был. Он доказал, что все эти индогерманы, которых вы знаете как индоевропейцы, это сайване или славяне. И там как раз у них богиня Сва, эта богиня, она идет от Индии до Европы. Она же есть и у греков, и у римлян, потому что это одна богиня. Ну, искаженная из-за разных языков. А смысл остается такой же. Мы, кстати, это в Трое там читали, когда троянцы приплыли в Рим, и там очень много информации, как там они переселялись, как богов у них наследовали граждане римляне. И почему я сказал про технологии, которые там Прометей украл огонь, обработку металлов. Но если посмотреть в мифы Древней Греции, то Талос, мифический великан, первый робот в истории, который защищал Минойский Крит, а также золотая собака, от которой невозможно было сбежать, и колчан со стрелами, которые всегда попадали в цель, были тремя дарами Зевса своей любимой богини Европе. Так это высокие технологии с более высокоразвитого мира попали в наш мир. То же самое Гермес, опять же, из мира Олимпа или мира Славы, обучал Амфиона и Орфея в том числе играть на лире и петь, что в дальнейшем привлекало музыкой и пением зверей и даже камни. То есть мы не знаем, откуда такие мегалитические постройки. Пожалуйста, роботы-великаны, как раз звуковые технологии. Ну, легендарный чудесный червь Шамир, который разрезал любой материал, металлы и алмазы. Он, согласно одной из легенд, был принесен орлом из рая царю Соломону. Я уже молчу, что там Ехидна как раз это прародительница орла, она же прародительница скифов. То уже ладно, то мы рассматривали в предыдущих видео. Ну и поэтому, когда мы рассматриваем миф про Прометея, мы должны понять, что он у богов спионерил для людей не просто какое-то огниво, потому что, ну, богам-то он зачем? Он спионерил у них оптические технологии. Вот что он у них спионерил. И эти оптические технологии позволяли при помощи оптики как раз и плавить железо, потому что ни при помощи угля, там, дров, ты его особо не проплавишь нормально. А вот когда у тебя есть оптическая технология, кстати, слева эти оптические технологии, которых быть не должно, им там 1000 лет, они найдены и на Ближнем Востоке, и в Европе. Но европейские ученые не признают, говорят, оптика это 17 век. Раньше быть не может, это высокая технология. Нет, может. Причем, например, сегодня швейцарская компания получила как бы для производства водорода из воды, она, например, производит при помощи параболических солнечных концентраторов. И достигает там температуры 2200 градусов, что говорит о том, что температура плавления железа 1538, то есть плавить железо древние могли именно при помощи оптических технологий. Опять же, если посмотреть на все эти дрова, то никакие дрова вам 1600 градусов для плавки просто не дадут. А значит, Прометей, кстати, промень это луч. Ну, тут все становится на места. То есть не только все искусства у людей от Прометея, но и все технологии от Прометея, в том числе обработки металла. За хищение огня Зевс приказал Гефесту, либо Гермесу приковать Прометея к скале Кавказских гор. Или в Колхиде, или в Скифии. Ну, а тут внимание. Знаком ли вам товарищ, которого распяли, и он страдал за дела человеческие? Так вот, это изначально Прометей. И у него, кстати, этот орел постоянно прилетал и выклевывал печень. Это важная деталь. Она у него снова отрастала. Считается, что Прометея освободил только Геракл. Он или убил стрелой орла, или отогнал.
Ну, так как Троянская война это примерно 1200 лет до нашей эры, ну, скорее всего, тогда Прометей был освобожден. И опять же, освобождает его Геракл, прародитель тоже скифов. Ну, вот такие постоянные совпадения. Напоминаю, легендарный Иисус тоже ж погиб от того, что его закололи в печень. То есть римский воин заколол его в печень. Он был распят, страдал за дела человеческие. Ну, так изначально это был Прометей. Ну, для понимания. Плюс в конце 20 века начались раскопки в Аркаиме. Они прогремели на весь мир, и там нашли арийскую синташскую культуру. Второе тысячелетие до нашей эры. И там неожиданно обнаружилась связь с хетской цивилизацией, про которую мы поговорим в дальнейшем, но там были найдены глиняные макеты печени с обозначением гадательных секторов и точек. То есть напоминаю, что гадание по печени – это древний обычай этруска, у которых переняли его римляне. То есть, поэтому наука выстроила такую цепочку. Адроновцы – это хеты, это троянцы, это этруски. Ну, это еще и греки. Можете их туда добавить. Соответственно, гадание по печени было и у древних греков. Ну, как бы вот это место, где было изначально найдено и гадание по печени, и колесницы, то есть это Урал. И возраст 4000 лет. И там огромное количество курганов. Кстати, есть очень разумный миф, который позволяет определить, что люди вообще раньше с головой дружили, в отличие от нашего современного мира. Здесь миф о том, как надо правильно приносить жертвы богам. То есть здесь Прометей впервые как бы убивает быка для того, чтобы его съесть, и позволяет Зевсу выбрать, какую же часть добычи отдать ему. То есть он сдирает шкуру, мясо, и все это мясо все прикрывает шкурой, дурно пахнущим желудком, а в другом месте оставляет кости, как бы куски жира, и Зевс выбирает кости и жир. То есть людям остается мясо, шкура и желудок, а кости, всякие там отходы, они как бы отдаются богам. Ну, поймите, люди раньше жили образами. Они просто уничтожали, как говорится, то, что они съесть не могли. Вот что с ним делать? Оставить на месте, оно будет гнить, дурно пахнуть, будет болезни. Значит, его нужно что? Сжечь. Ну, те же кости, что с ними делать? Ну, сжечь. Они прекрасно, кстати, горят. Если вы их сожгете, у нас как раз в духовный мир как отправляли сообщения? Через огонь, потому что свет солнечный, как бы молнии, огонь костра, это все как бы переходные границы между нашим миром и миром духовным. Отсюда такая легенда, причем она очень разумная легенда, то есть люди не были глупые. И когда вам говорят, что там кому-то пожертвовали 50 быков, это не значит, что их сожгли. Их пустили на мясо, потому что жрецы тоже, им тоже надо что-то есть, я вам секрет открою. Пустили на мясо, а то, что невозможно использовать, просто сожгли. Ну, виртуально отправили в духовный мир. А по факту вернули в первозданное состояние, чтобы опять живые существа эти элементы использовали, как бы и выросли новые там трава, бычки, ну, как бы произошел постоянная циркуляция этих элементов в природе. То есть очень разумный, между прочим, миф. В то же самое Прометей, после того, как его освободили, указал Гераклу дорогу к Гесперидам. Для тех, кто не понял, Геспериды – это правь. Это там же, где находится внутреннее солнце. Это легендарные яблочки бессмертия. И их охраняет дракон Ладон. У него было 100 голов, а 200 глаз постоянно следили за яблоками. А яблок было всего 3. Вы потом эту легенду найдете тоже в одной небезызвестной книге, где дама одна будет искушать другого человека при помощи яблок. А их там будет змей-искуситель на это подначивать. Ну, это все мифы Древней Греции. А по факту славяно-арийские традиции немножечко искаженные. Потому что в славянской традиции это место называется Небесное царство Ирий или сад Вырий. Все говорят,
такого быть на Земле не может, это там где-то там и нигде и не тут. Нет, это внутреннее пространство полой Земли. Там, где вечное лето, там, где живут боги, там, где души на солнышке проходят окончательный суд богов и идут на новое распределение, куда их уже отправят. Или на нашей земле, или уже на другие земли. Почему отсюда как бы какие-то там души, что-то там пересекает, какие-то легендарные птицы, которых мы не видим. И там же молодильные яблочки, и там же живая вода. Ну, потому что такое строение Земли. Мы об этом тоже много раз говорили. То есть вправь, это как раз она ближе всего к изначальному источнику света, ну, к Солнцу внутреннему, потому что она внутри Земли. Ну, высший мир изначальных наших светлых богов, так и есть. Оттуда же слово управление. Отсюда мы и православные, то есть из миров праве и славе, божественных миров нашей Земли. Кроме нашей цивилизации, здесь существует еще 5 этих цивилизаций. Мы это в видео рассматривали. Высокоразвитой цивилизации Земли. Можно на славянском радио посмотреть. То же самое мы видим и в современных научных работах, и в товарищах из Тибета, который, вот книга «И звери, и люди, и боги», ссылаясь на рассказы монгольских лам, приводит легенду о подземной стране, которая управляет судьбами всего человечества. Ну, конечно, потому что они правят, отсюда управление, правят. Агартхи живут высшие посвященные, хранители традиций, истинные учителя и правители мира. И слева это схема полой земли из Тибета. Ну, справа тоже из Ближнего Востока, ну, смысл ее тот же самый. То есть земля полая, там живет более высокоразвитая цивилизация. Мы ее потомки. Ну, проходим обучение в этом жестком мире, чтобы узнать, чем зло от добра отличается. Ну, самая низкоразвитая цивилизация Земли, которая прошедшие 1620 лет находилась под влиянием демонической цивилизации. Ну, пришло время от этого избавляться путем просвещения. Кстати, в легенде про путешествие Александра Великого они там встречают мужчину в Кавказских горах ростом 50 метров. Он привязан железными цепями, и все это есть в учебнике «Жизни для царских детей». А это как раз учебник времен Ивана Грозного. Кстати, всем рекомендую читать книги до петровских времен, и вы поймете, что люди знали намного больше о мире прошлого, он был совершенно другой, и история была намного более правдоподобная, чем сегодняшняя. Итак, почему я это упомянул? Потому что, ну, Прометей это и есть гиганты, то есть 50-метровый гигант это и есть боги. Они же леги, люди-гиганты. Ну, у славян они тоже знамениты, потому что следующий мир гармоничный за нашим миром четырехмерным, мир легов, 16-мерный. Ну, а 16 это количество энергонов славянской души. Ну, славяно-арийской, или души белого человека, который способен их развить. Плюс здесь в этих мифах Древней Греции, ну, нам дается понять, почему как бы все изменилось. Очень интересная информация, которая почему-то тоже отсутствует в ваших школьных учебниках, про гигантское количество потопов. То есть Девкалионом потоп это очень знаменитый потоп. И давайте я вам прочитаю, что же там было. Бог заранее приказал Девкалиону построить ковчег и приготовить там припасы для долгого плавания. Все человечество погибло из-за насланного Зевсом потопа. Девкалион и Пира 9 суток плавали по морю. 9 дней это как раз основная славянская неделя. Ну, для тех, кто забыл. А когда страшный ливень прекратился, пристали к берегу. Многие утверждают, что это было либо на склоне горы Парнас, либо около вулкана Этна на Сицилии. Кстати, под Этной кузница Гермеса. Ну, потому что там нет гравитации, но есть магма. То есть очень удобно обрабатывать металлы. Отсюда и секреты металлургии древних. Но сейчас не об этом. Соответственно, Девкалион и Пира, они же потомки Прометея, одни остались на земле, попросили Зевса возродить человечество, он им говорит: кидайте через голову кости праматери земли. Они догадались, что речь идет о камнях, начали бросать камни, те превратились в людей. То, что бросал Девкалион, они превратились в мужчин, Пира в женщин. То есть возник новый народ,
который начал править Девкалион. То есть это легенда про заселение земли после потопа. Да, там было у него множество детей, но это был один из потопов. Оказывается, что потопов было множество. То есть, если посмотреть хроники, то Девкалионов потоп это, скорее всего, 1528 год до нашей эры. Известен потоп Агигов или Агигус, то есть примерно 1793 год до нашей эры. Известен Дарданов потоп, который был, скорее всего, где-то в 13-12 веке до нашей эры. Это легендарная вот эта катастрофа бронзового века, тогда и троянцы ушли в Европу, потому что переселялись подальше, скорее всего, от водоемов. И тут же описан легендарный Ноев потоп, который тоже считается как бы всемирным. Он произошел, скорее всего, в 3284 году до нашей эры. То есть мы видим гигантское количество периодически повторяющихся катастроф. Мы тоже их разбирали в предыдущих видео и находили, что это комета-убийца цивилизации. Но хотелось бы вам дать понимание, ну а что наши забыли в Греции, например? Да все очень просто, торговые пути. Обратите внимание на эти схемы. То есть основной у славяно-арийской цивилизации были основные торговые пути. Это Каспийское море, Балтийское море, оно же Белое море. Почему Москва, город 5 морей? Балтийское, Белое, Каспийское, Черное, Азовское. А вот эти синенькие стрелочки показывают настоящий путь из Варяг в Греки. Это как раз из Рейна в Дунай, а из Дуная в Черное море. Вот почему оттуда как бы было множество славяно-арийских народов. Если они погибали, то они переселялись с других территорий для того, чтобы контролировать этот торговый путь. От чего, кстати, в Болгарии и там огромное количество таких топонимов типа Киев, потому что Киев это защитная крепость. То же самое, почему в Трое это основной торговый путь, и вся эта местность, это Греция, а это и Крит в том числе, и это и Троя, который Царьград знаменитый. Они были славяно-арийским контролем когда-то. Ну, я, конечно, дико извиняюсь, если у вас каждые 500 лет идет глобальный потоп, ну, сказать, что там все население сохранилось, это как бы не получится. Там были разные периоды. Были гибели, возвращения, но вся культура там осталась славяно-арийская. Ну, в том числе, кстати, до Египта. Как мы это на хетах увидим. Кстати, Александр Македонский родился в городе Пелла, который находился во Фракии. А в географии Страбона есть такое описание. На момент 1 века нашей эры. Бифийцы, фригийцы, мессийцы, мигдалины, делянийцы и трояне, все они фракийцы, и мало отличаются друг от друга. А фракийцы с киевского племени. Еще один секрет Поли Шинеля. Ну, да, современным историкам он неизвестен, вам то же самое. Сейчас архивная революция, это все можно найти в интернете, древние книги. И можно даже узнать, что Александр Македонский славянам грамоту выдавал о разделе мира, контроля над миром. Но современные историки говорят, нам это не надо, ну кто-то там придумал, мы лучше давайте вам что-нибудь новое придумаем, доказательств не будет. Будет одна теория, в которой вы должны четко верить, потому что доказательств на нее нет. Есть теория, но она будет одна. То есть как религия. Верьте, вопросы не задавайте. Да, подтверждений нет, зато как красиво вам написали. Немцы. Ну и пользуйтесь как бы. А все остальное забудьте. Ну, помнили там какая-то грамота македонского славяна. Ну, забудьте. Значит, зачем это вам надо? Ну, это не забыл товарищ Чертков, например. 19 век. Археолог, историк. Большую часть жизни изучал русскую историю. Славяно-русскую деятельность, президент Московского общества истории древности российских, почетный член Московского археологического общества. Что ж он там понаписывал? Он понаписывал книги, где описал фракийские племена, жившие в Малой Азии. Мизы, долены, энеты, галичане, витяне, бреги, дарданы, македоняне, паны, попелы и огромное количество их. Ну в чем суть-то? Пелазги были прародители фраков. Везде, где изначально жили пелазги, позднее мы видим фраков.
Пелазги никогда не было собственным их именем. Это греки их так называли, то есть журавли, ну, перелетные птицы, как бы меняющие свое местоположение. Пелазги, как известно, населяли Грецию и Италию. Это те же этруски знаменитые. А фракийские племена, вначале ограничившись течением Дуная, потом перешагнули его, основались в Дакии, водворились на Карпатах, уже под собственным именем славян. Заняли Балтийское поморье и населили наше громадное отечество до самой Америки. Нет, дорогие друзья, и они в Америку попали, их там скифами назвали. Ну, это как бы другие видео мы показывали. Плюс был такой автор Яков Пальмир Райер, немецкий историк и путешественник 19 века. Ну, его трудно обвинить прям в любви к славянам. Так вот, он описывает хроники нашествия аваров и славян, которые почти уничтожило греческое население. Это был VI век. У историков наконец-то появились славяне, современные. В VI веке славяне так выписали товарищам грекам, что греческое население Балкан сократилось с 2 до 1 миллиона. А опустевшие земли Эллады заняли славяне. Вы что-нибудь читали про это в ваших книгах? То есть в 7-8 веке их соседями стали жители Афин и Спарты. То есть, да, уходили, но снова возвращались. Может, возвращались мстить за какие-то нехорошие войны этим товарищам, которые в этом никогда не останавливались, которые нам уже не товарищи были на тот момент. Ну вот, ранняя средневековая хроника Маси говорит, что в 580-х годах славяне захватили всю Фессалию, всю Элладу, как и Старый Эпир, и Атику, и Эвбею, большую часть Пелопоннеса, где задержались больше 200 лет. Большая часть греческих городов заговорила на славянском языке. И только в X-XI веке Византия вновь набирает силы и начинает снова огречивать всех жителей того места. Хотя юг Пелопоннесского полуострова еще много веков хранил название Морея, то есть от славянского моря. То есть и в далекие древности, и в недавнем прошлом мы опять видим возвращение славян на эти земли. Поэтому нас уже не должно удивлять стихотворение Федора Тютчева «Русская география». Москва и град Петров, и Константиновград. Вот царство русского заветной столицы. Но где пределы ему, где его границы? На север, на восток, на юг и на закат. И грядущим временем судьбы их обличат 7 внутренних морей и 7 великих рек. От Нила до Невы, от Эльбы до Китая, от Волги по Ефрат, от Ганга до Дуная. И вот царство русское и не придет вовек, как то провидел дух, и да Нил предрек. То есть 19 век. Почему-то этого ничего нет в ваших школьных учебниках. Но хочу вам напомнить выражение Егора Классена: скифы, сарматы, массагеты, роксолане, славяне, русы, алане, сербы, венеды. Все эти названия являются синонимами, относятся к единому этносу. Егор Классен прекрасно разнес в пух и прах все эти бредни, которые вас сегодня учат в школе по истории. Опять же, его произведения тоже не изучаются, как и Ломоносова, как и многих десятков честных ученых. Нам говорят: оставили вам лучшую теорию, спасибо, но дайте нам, может, альтернативу. Хватит превращать историю в религию, дайте альтернативные теории, а мы уже сами решим, какая из них верна. А может, в каждой найдется что-то верное. Поэтому, почему вы этого не знаете? Потому что страна, забывшая свою культуру, историю, традиции, национальных героев, обречена на вымирание. Это прекрасно знал и Толстой, и тоже происходит в ваше время. Именно по этой причине такая борьба идет за историю, за ее искажение. И поэтому вы ее и забыли. Вспомните, и можно будет опереться на огромный как раз обзор знаний древних народов. И помните, повторение мать учения, новая информация с первого раза никогда не усваивается. Хотелось бы вам сказать, что на Славянском радио огромное количество мы читали запрещенных книг, показывали материал, потому что в мире произошла архивная революция, сейчас все можно достать, найти и узнать. В принципе, я свой доклад закончил. Хочу единственное, что пожелать вам
не превращаться в четвертую обезьяну нашего времени, которая только уткнулась в гаджет, ничего не видит, ничего не слышит, ни о чем не говорит. Мы живем в информационном мире, для того, чтобы распространение информации приобрело свой масштаб. Если можете, поставьте лайк, напишите свой комментарий, поделитесь этой информацией в социальных сетях, подпишитесь на канал Народное славянское радио. Ну и здравомыслия в мире станет чуть больше. Алексей, я в принципе свой доклад завершил. Если есть какие-то вопросы, готов на них ответить. Благодарю, Виктор, за такую интересную лекцию, за такой интересный эфир. Я думаю, что мы сейчас перейдем ко второй части нашего эфира, и там уже будем задавать вопросы от наших слушателей и зрителей. Вы смотрите Народное славянское радио. Нас можно найти в Дзен, Бусти, ВК, YouTube, платформа, Телеграм, Одноклассниках и Рутюбе. Наш сайт slavradio.org. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Темой нашего эфира скифский царь Прометей, отец греков Иванов. Мы будем рады еще услышать ваши вопросы и реплики. Пишите их в наш чат. Перед репликой пишите реплика, перед вопросом вопрос. Приступаем ко второй части. И первый вопрос у нас в чате, который наша Светлана на листик выписала, это прислала Фрейя. В скандинавской мифологии Прометей — это Тор. В раннем христианстве Прометей, в скобочках Элохим, Бог, сын Абсолюта. Каин, архангел Гавриил. Получается, что первоисточник — это славянская мифология? Совершенно верно. Первоисточник всего, что вы знаете в мире, изначально это были славянско-арийские легенды, мифы. Просто в результате искажения языков, которое, как вы помните, произошло в Вавилоне. А в следующих видео, 29 июля, я думаю, мы прогуляемся в этот Вавилон, посмотрим, что это за хетты там знаменитые были. Вы увидите, что это были скифы. Они же славяно-арийские народы. То есть все пространство Земли раньше жили славяно-арийские народы. Да, происходили катастрофы, где-то там люди уходили, приходили, переселялись, но смысл един. Все достижения науки, культуры были от какой-то высокоразвитой цивилизации. А эта цивилизация славяно-арийских народов. Сохранилась символика, сохранились искаженные легенды, мифы, но если посмотреть в глубину, то мы видим, что они получены из одного источника. Вот и весь секрет. И пускай там идет искажение по языку, ну те же скандинавские руны, сколько их там? 24. А сколько в арабском языке символов? 24. А сколько в греческом языке символов? 24. А сколько было в троянском, этрусском, латинском? Ну там было 26, чуть побольше, они там сократили. Ну а откуда у всех одинаковое количество символов, дорогие друзья? Так они из одной культуры их брали, просто им исказили изначальные символы для письма, соответственно, искажали языки. А так, как я приводил примеры, все языки основаны на славянстве. А отсюда тот же самый греческий язык. То есть греки были настолько развиты, что они непонятно откуда получили 24 символа, а у них и сегодня их 24. У них как был язык, так и остался таким. То есть кто-то кому-то что-то дал или у кого-то заимствовал, и больше они его развить не смогли. То есть они не являются, сегодняшние жители, творцами этого языка. Они их получали от кого-то. И так вся мифология, и она просто переписана, искажена, переименована, а смысл остался прежний. То есть все это древнейшие источники, потому что древнее вы уже не найдете, чем славяно-арийские легенды, в которых есть 3 луны Земли. У кого есть в легендах 3 луны Земли? Пожалуйста, я хотел бы посмотреть на такую культуру. И эти 3 луны Земли, вы знаете, как Змей Горыныч трехголовый. И все эти древнейшие календари, о чудо, они найдены там же в Сибири. Просто им возрастом 19 тысяч лет, 20 тысяч лет. И наука про них знает, что они найдены, доказаны, но молчит. А почему молчите? Расскажите.
Объясните, что в Сибири найдены древнейшие календари, в Сибири найдены древнейшие колесницы, древнейшие методы обработки металла, древнейшие руны, письменность. Ну так расскажите это людям. Но тут собирается недавно в Германии конгресс великих ученых, говорят, Сибирь, земля не историческая. Повторяют то же самое, что говорили те же немцы времен Петровских, а потом опять после потопных, откуда опять же удаление информации. Но вся Сибирь в курганах скифских. Почему об этом нет в исторических документах, в истории народов, в учебниках ничего? Потому что вам говорят, вы в Сибири никогда не были. Вы никогда там не были, готовьтесь ее кому-то подарить. А то, что там все курганы разграбили, ну и забудьте, они же разграблены уже, все. Так а скифы? Почему многие ученые начинают рассказывать, скифы ираноязычный народ? А ученые еще недавнего времени удивлялись, ребята, почему все эти толпы ираноязычных народов куда-то вдруг исчезают, и когда ты приходишь на место, там почему-то славяно-арийские народы. Вот как так получается, что в науке они все ираноязычные, а на месте там славяно-арийская культура. По символам, по знакам и по письменности. Потому что эту письменность у них просто перенимали. Ну, искажали. Но ее все равно легко понять. Тот же Тор, вы же знаете, что это определенная фигура. А товарищ Один, глава пантеона, он у нас кто? Один — это единица, она же Ван. Отсюда Иван, первый во вселенной, там и с точечкой стоит, то, которое вам обрезают. Так у кого больше всего таких названий? Кол, единица, один, Ван. Ну, это славянские темы, потому что это означает первый. Первый в разных областях. Вот отсюда и греки, Иваны. Многие начинают рассказывать, вы знаете, Иван — это еврейское имя. Ну, жили там славяне когда-то. Вы скажите, сколько сейчас жителей страны обетованной называют своих детей Иванами? Ну, вот тех, кто там родился. Я думаю, примерно нисколько. А почему? Так потому что это имя славян. И означает она первый. Первый человек на земле в том числе. О чем эти скифы доказали еще египтянам 1000 лет тому назад. Ну, мы это тоже вспомним в рассказе про хеттов, которые как раз и были центром цивилизации древней в современной Турции. Я надеюсь, я ответил на вопрос. Идем дальше. Я зачитаю еще тут некоторые интересные комментарии. Вот Игорь Родионов пишет, греки тут при чем? Скифы-скалоты дали письменность в начале финикийцам на основе рассенской письменности, потом грекам добавив 2 буквы. Скифы — это славяне, и у нас много богов и предков. Да потому что тоже гречество — это искажение от жречества. То есть просто кому-то присваивают наши имена. Китайцы — это тоже славяно-арийские народы. Китай, это как бы жертв, палка. То есть Китай — это страна за стеной. А они чинайцы, например. А мы китайцы как раз. Почему в Москве есть Китай-город? В европейских странах это место огороженное, крепость. Они назвали Сити. Смысл тот же самый. То есть это Китай-город в Москве не потому, что там чинайцев навалом изначально жило, а потому что это укрепленное место. Вот этот Ки, это и палка, и бревно может быть. Потому что Киев — это укрепленное круглое поселение. Их очень много в Германии найдено. Ну и вообще по всей территории древней. Поэтому все эти греки, Иваны, это все скифы, все наш, Прометеи. А потом эти названия начинали лепить на тех, кто там как бы оставался жить после многих катастроф и после выселения и вырождения изначального населения. То же, что и происходит у вас сегодня. А потом оставшееся население начинало забывать про то, кто кому подарил. Это относится и к грекам, и финикийцам, и к латинянам, да и вообще ко всем. Вот и весь секрет. Еще род богов пишет, почему именно орел? Орел ведь сейчас у сатанистов как их символ. Мало ли, что там у кого-то. На самом деле все символы, которые используют зло, они просто перевернуты. То же самое звезда — это, например, символ солнца нашего.
Но если ее перевернуть, будет как бы символ разрушения. Все зависит от того направления, куда вы двигаетесь. Орел – это символ Перуна. Его родила Ехидна, кстати, праматерь скифов. Она, кстати, там родила очень много мифических зверей. И, кстати, ваш двуглавый орел, он тоже ехидный рожден сегодняшний. И мы рассматривали это, показывали в Этрусках, что там есть и Георгий Победоносец, который там убивает эту химеру. Мы показывали всех этих орлов двуглавых от Египта до хеттов и показывали их смысл, что там Ра, первозданный свет, и вот эта птица Феникс, они просто вместе объединены. Ну, короче говоря, все эти орлы, сокола, двуглавые орлы, это все славянские символы, потому что миром правят символы и знаки, поэтому надо их понимать. И орел ничего плохого не несет, он как раз несет связь мира богов, потому что он может подниматься как бы в небеса, и людей, вот о чем там речь. Ну и он связью, ну как бы один из символов управления. Вы знаете, что многие страны орла использовали в управлении своем, как символ как бы воинов. Потому что орел это стремительность, быстрота, и он как бы символ Перуна. А Перун это глава воинов, он же Зевс. Если посмотреть на товарища Зевса, то это свет. Ну, букву Т мы так когда-то и писали раньше. Маленькую такую, с 3 ножками, а не с одной. То есть это свет искаженный, только свет молний. В египетском пантеоне есть бог Сет. Это тоже свет, только свет звезд. Почему он так по-другому и написан? Поэтому там все это славянское, понятно. Если смотреть с точки зрения буквицы, там вообще все это решаемо. Кстати, орел, ор – это сила света. Е – это троичность, людской энергии. То есть, опять же, там много образов, и ничего плохого там нет. А граждане-сатанисты, опять же, они ничего не могут придумать, но они могут извратить. Поэтому нужно возвращать изначальные смыслы, чтобы убрать это извращение. Это надо понимать. Вот и весь секрет всей этой мифологии. Потому что мифы, кстати, это мысли-формы. Их просто надо уметь распаковать. Чтобы их распаковать, надо иметь образование. Образы – это правая часть головного мозга. В вашей системе они уничтожены. Потому что мозг человека работает, левая часть на логике, правая на образах. Образование уничтожено, логика не изучается. Все, что выходят из школы, товарищи, не дружат со своей головой. Наука доказала, 98% гениев приходит в школу, из школы только способно выйти 2% гениев. Вот и весь смысл сатанизма. Забить голову бесполезной информацией, чтобы она не работала, человек не мог понимать, не читать старые тексты, не распаковывать эти старые образы, в том числе и в животных. Ну и обратите внимание, Прометей спасает людей, дарит огонь, его приковывают, распинают на скале, он мучается очень долго, многие, кстати, сотни лет, примерно 3 сотни лет, и орел выклевывает его печень. Его чудо. Иисуса тоже, он погибает от укола копьем в печень. Его тоже распинают на кресте, как бы, ну, мученическая смерть. Ну, откуда все эти образы? Из древности. Дач бог Тар-Перун, тоже был распят в горах Кавказа. Ну, Бахус тоже был распят. Так это 7 век до нашей эры. Он там тоже на кресте распят. То есть мы это посмотрим как раз в хетах. Это хорошо, ну, хорошо будет видно, потому что там оно ближе к этому. Ближнему Востоку, к египтянам, Вавилону. Там это все четко видно. Откуда все это взялось. Фрейя вот задает еще вопрос, а как же богиня Иштар в виде совы? Ну, это тоже искажение оттуда же. Ну, сова или это птица-сова, то есть птица, летающая в небесах. А Иштар это, опять же, искажение, скорее всего, от богини какой-то из них. Или Слави, или Луны. Ну, смысл одинаковый. Что, кстати, у Тартарии один из символов Тартарии это сова. Ну, или птица-сова. То есть отсюда искажение одних и тех же мифов, принципов, но и того же божественного мира, что над нами. То есть этот мир существует и сегодня. И он был более высокоразвитый. И тогда он существовал. Поэтому надо знать устройство Земли, чтобы понимать не просто кто ты, но и в каком мире живешь. Куда пойдешь на суд предков.
после того, как тело отработает. Потому что предки и будут вас спрашивать, что вы на земле проходите суд совести, вы судите сами себя, это 3 дня примерно длится. Потом вы поднимаетесь в мир предков, если, конечно, душа легкая, не совершала никаких тут убийств, грабежей и подобных грехов. И там предкам отвечаете. Они вас спрашивают одну вещь, кстати. Они говорят: мы тебе дали возможность познавать этот мир. Ты оставил продолжение рода, чтобы они тоже, твоего, чтобы они продолжили познавать этот мир. Простой вопрос. И там вы на это и ответите. Просто, легко. Что вы там достигли. Потому что, опять же, они скажут, что если ты хочешь вернуться, продолжить получение опыта, тебе надо куда-то возвращаться. Значит, у тебя должны быть дети, они как оставили свое потомство, свое. Почему у нас минимальный срок жизни 144 лета? Это, грубо говоря, 7 как раз поколений по 20 лет. И вот ты тогда сразу, прожив этот срок, ты можешь сразу вернуться в свою семью. Раз ты оставил потомков, прожил долго, получил опыт, возвращайся в свою семью. Если этого нет, то куда ты вернешься? Почему мы все и строим вот наши 2 задачи? Это опыт по месту, отработка своих кармических задач и оставление, продолжение своего рода, который тоже получает этот опыт, а осваивает, улучшает этот явный мир. Вот основные наши 2 задачи. Все. И вот задача кармическая, которую вы здесь выполняете, ее будут рассматривать боги в мире правил или на солнце. То есть вы пройдете суд совести на земле, пройдете суд предков, попадете в центральное солнце, а боги вас спросят: кармические задачи выполнял? Что ты там чудил на земле? И там вы это и ответите, что вы там делали, оставляли ли потомков, какой опыт получили, как там с совестью у вас, потому что совесть — это совместная весть, что все ваши деяния вы совершаете так, как будто за вами стоит весь ваш род. Все ваши бабки, детки, прабабки. Вот и весь секрет. Почему есть суд совести? Она, кстати, есть только у людей. У нелюдей, бесов и демонов ее, как вы понимаете, просто нет. Вот и весь секрет. Это то же самое, кстати, описано в мифологии. Потому что мир и Олимпов — это мир славе. Вот этот сад Гесперид — это мир праве внутри земли. И там описано, опять же, строение земли, которое нам, опять же, исказили. Для вас это райский сад, а не ририй сад. Там эти яблочки, они их надкусили. Так это яблочки бессмертия. Почему они там долго прожили? Длительность жизни у них типа была большая. Ну и дракон это охраняет. Хотя драконы, змеи — это циклы обычно. Циклы какие-то природы. Поэтому не стоит их прям бояться. Это все-таки не рептилии впрямую, которые прибыли там из демонического мира. Это обычно циклы. Вот и весь ответ. Род богов задает вопрос. Может, вы подскажете, кто обучает рунам славянским? Подскажу. Вы для начала буквицу освоите. Если вы не знаете буквицу, вам в руны вообще нет смысла лезть. Потому что руны — это тайный образ. Это все равно, что не отучившись в 1 классе, сразу прийти в 10 и говорить: давайте мне руны. Слушай, а ты буквицу вообще учил? Ты ее научился использовать? Ты научился образные понятия применять, логически? Ты развился до такого состояния, чтобы у тебя и левая, и правая часть головного мозга работала нормально, чтобы у тебя зажегся царь в голове? Нет, скорее всего. Поэтому надо сначала работать с простым. Когда это будет работа проведена, тогда вы сможете получить доступ к своей душе. А вот уже душа работает чисто на образах. У нее связь с духом, с высшим духом. А опять же, для этого надо понимать тайные образы, руны. Тогда и встанет вопрос, кто вас там чему будет учить. И тогда мир и приведет вас к этому учителю. А то и сами можете научиться. Вот информация открытое множество. Но не стоит перескакивать, потому что если вы не изучили базовую информацию, у вас руны может вызвать такую эйфорию, как оторванность от реальности, непонимание мозгом, что происходит. А это тоже не очень такая приятная ситуация. Поэтому сначала буквица, полное ее освоение, а потом руны. Вот и весь секрет. Благодарю. Вопросы у нас все.
и я предлагаю тебе сказать нашим слушателям, зрителям что-то доброе и светлое, на прощание какие-то напутствия, и мы будем завершать наш эфир. Да, хотелось бы поздравить всех со всеми светлыми праздниками, потому что мы проводим эфир как раз в максимальное количество солнца нашей части Земли. Поздравить всех с праздниками Купала, у кого он состоялся, или у кого он будет еще проходить. И объяснить, что все ищут какие-то великие принципы Бога, а на самом деле все всегда рядом с вами. То есть славянский великий принцип «живи по совести», в гармонии с природой и помни богов и предков своих. Потому что боги – это наши же предки, просто которые очень сильно развились в духовном отношении, живут в этих божественных мирах. А если ты не помнишь предков, ты не имеешь их опыта, ну, значит, ты вынужден повторять детские ошибки. Ну, и для тех, кто ищет Бога, его нет смысла искать, он вокруг нас. Это природа, человек – часть этой природы. Надо изучать принципы, как работает природа, как это завязано на человеке. Это все есть в культуре нашей. И, соответственно, Создатель с нами разговаривает прямым языком природы. А там есть и образы, есть и работа и логики, ума, и души, и духа, и руны. Ведь руны эти тоже из природы. Поэтому мы изучаем забытое прошлое, чтобы понимать, что там происходило, не повторять эти ошибки, взять из прошлого наилучшее, потому что в прошлое вернуться невозможно. А возможно взять наилучший опыт, ну, соответственно, использовать его для построения чего-то лучшего здесь и сейчас. Опять же, на основах законов, по которым работает мироздание. Часть этой природы, так что живите в гармонии с ней, изучайте прошлое, ну и стройте свое настоящее на благо развития своих родов. Так что всех благодарю за внимание. Благодарю, Виктор. Дорогие слушатели и зрители, мы подошли к завершению нашего эфира на тему «Скифский царь Прометей, отец греков и Иванов». Гостем эфира был Виктор Максименков, Алексей Щербаков вел эфир, за чатом следила Светлана Большакова. Благодарим зрителей за активное участие в эфире, благодарим участникам, благодарим людей, которые всячески поддерживают и помогают Народно-славянское радио, помогают мыслью, материально, трудом или иными способами. Благодарим вас за вашу помощь. Подписывайтесь, подключайтесь, если тема, которая освещает Народное славянское радио, были интересны и полезны. Нажмите палец вверх и поделитесь эфиром с друзьями и знакомыми. Ну и от себя я желаю всем мира и здравомыслия. Увидимся и услышимся, дорогие слушатели и зрители. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру. Вы смотрите Народное славянское радио. Ссылки на наши платформы в описании. Наш сайт